Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Мы посмотрим, что вам привнесет этот месяц, потому что он является фундаментальным. В рамках этого периода вы будете закладывать основы предстоящего года. В особенности обратите внимание на 11 января. Это первое новолуние в 2024 году. Самое время прописывать цели, желания, планы, мечты, создавать плакаты визуализации, карта желаний. Как это сделать? Ссылку на это видео я оставлю в комментариях. Ну а мы с вами приступим непосредственно к раскладу. Итак, давайте смотреть, что же вас ожидает. Основные энергии месяца. Работа. Финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, поместим все в кадр, чтобы вам было хорошо видно, и приступаем. Основные энергии месяца у вас ложится аркан Колесница. Прекрасная карта, потому что это энергия прорыва, это движение вперед, это новые возможности. То есть, знаете, только стоит поспевать. Более того, аркан, который характеризует очень активную жизненную позицию в рамках января. Это путешествия, переезды, поездки, смена места жительства. У кого-то в прямом смысле слова эмиграция. А для некоторых это может быть еще перспективный месяц в плане или смены автомобиля, или приобретения нового транспортного средства. Конечно же, карта может указывать на развитие в любой из сфер жизни. Мы с вами уточним, о чем здесь непосредственно у нас идет речь. Итак, здесь как подготовка в ожидании, потому что у нас ложится семерка монет, карта, которая говорит о каких-то грандиозных наполеоновских планах, которые вы захотите осуществить, то есть к ним готовиться. Откладывать деньги, копить ресурсы, готовиться к этим переменам, то есть, может быть, что-то узнавать, создавать себе почву в плане места переезда. Или если же это поездки, то это вопросы раннего бронирования. Уже что-то оплачивать, откладывать ресурсы, заниматься бронированием билетов и так далее. Если это вопрос приобретения транспортного средства, это как вносить аванс, предоплату и ждать, пока вам привезут вашу ласточку. Смотрим, о чем говорит рабочая сфера. Итак, работа, бизнес, карьера. У вас здесь ложится королева монет. По этой карте это в первую очередь влияние женщины земной стихии, телец, дева или козерог на вашу реализацию. Помощь, подсказка, протекция, может быть, свести с нужными людьми или дать вам работу. Потому что дно колоды у вас ложится аркан дурак. Новые начинания, новые возможности. Или помочь вам получить монетизацию от вашего труда. То есть начать зарабатывать деньги. Посмотрим, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Здесь восьмерка мечей, это были ограничения, но ограничения больше, знаете, говорю, ментального плана, то есть то, что вы сами себе надумали или сделали какие-то внутренние установки. Но королева монет вместе с этой картой говорит о следующих вещах. Это изменение образа жизни, потому что дно колоды у вас солнце, это внести ясность, понимание в то, чем вы хотите заниматься. Может быть, накопить ресурсы или отложить для того, чтобы начать какое-то дело, а прежде чем начать, получить образование. Потому что солнце – это еще просвещение, это знания. Поэтому вы действительно здесь можете готовить себе базу, почву, получать знания, обучаться для того, чтобы это впоследствии внедрить, ну и на этом зарабатывать. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас является соискателем. Королева монет и тройка чаш. С одной стороны, конечно же, это посыл праздного образа жизни, а с другой стороны, это благодаря протекции и рекомендациям женщины земной стихии получить работу мечты. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то девятка монет всегда указывает на перспективы увеличения дохода. Плюс быть у кого-то на хорошем счету, у руководителя или коллеги, которые могут там о вас замолвить доброе словечко. И это в благоприятном ключе отразится на вашем заработке. То есть тут не просто может быть индексация заработной платы, бонусы или какие-то для вас дополнительные выплаты, но и в прямом смысле слова перспективы повышения. Если вы у нас являетесь владельцем собственного дела,
то королева монеты и шестерка чаш указывают на следующие факторы. Во-первых, это может быть возобновление взаимоотношений с клиентами или заказчиками, партнерами из прошлого, а некоторые из вас, возможно, захотят вернуться в нишу, в которой работали ранее, может быть, группа товаров или услуг. То есть, знаете, как сделать ребрендинг и дать вторую жизнь каким-то своим сферам деятельности. Смотрим финансовую сторону вопроса. У вас здесь ложится король жезлов. По королю жезлов деньги всегда есть, причем здесь это амбиции, которые играют вами, поэтому желание, стремление иметь лучшую жизнь, более роскошную, стремиться к этому. Но и здесь какая-то помощь или содействие относительно заработка. Мужчины огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец. Помощь, содействие. Сейчас даже давайте открою, посмотрю. По жрецу это, знаете, как перенимать чей-то опыт или навыки, как, допустим, зарабатывать деньги или как распоряжаться деньгами. То есть азы, основы финансовой грамотности, перенимать чей-то опыт. Смотрим с вами вопросы здоровья. По состоянию здоровья у нас здесь ложится семерка чаш. Как правило, это вопросы отечности, одутловатости, то есть все, что связано с нарушением кровотока, лимфотока. Это не является критичным или кризисным, это просто вас призывает в первую очередь либо к массажу, лимфодренаж делать, или, может быть, в принципе, добавить в свою жизнь активности, чтобы действительно убрать эти застойные процессы. Вопросы личной жизни. У вас здесь ложится аркан Луна. Луна, конечно, не самый благоприятный аркан на вопросы и перспективы, все, что связано с личной стороной. Но, тем не менее, иногда Луна, но это в крайних случаях, может указывать на зачатие или деторождение, а также на ситуацию с положительными арканами, если вы ведете семейный очаг. Во всех остальных ситуациях это карта переживания, страхов, обмана или измен, неуверенности в себе, низкой самооценки, которая может негативным образом сказываться на вашей личной жизни. Поэтому давайте смотреть ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Что же здесь? Так, мы видим, Луна и восьмерка чаш у нас показывают ситуацию уйти в себя. Неверие в себя, низкая самооценка, много травм детства, психологических блоков, с которыми нужно хорошенько поработать. Сами здесь вы не справляетесь, нужна помощь грамотного специалиста, психотерапевта, потому что тут психолог уже не потянет эту ситуацию. Потому что вы постоянно вступаете в какие-то созависимые отношения, где вы выступаете в роли жертвы. Вот чтобы этот сценарий не повторялся и вы не клали свою жизнь на алтарь другим людям, нужно здесь изменить свое мышление. Ну а с этим, конечно же, это работа не одного дня. Но тем не менее, идущий осилит дорогу, поэтому действуйте, и все у вас здесь будет получаться. И если вы у нас в любовных треугольниках, то аркан влюбленные показывает, что ситуация останется без изменений, то есть вы как были в этом союзе, в этом треугольнике, кто-то может быть даже в квадрате, да, у каждого здесь по-разному. Но то есть это не будет месяцем перемен и изменения ситуации в вашем союзе. Если анализировать ситуацию для тех, кто в стабильных связях, а вот здесь положительная ситуация. У кого-то предложение руки и сердца, как я говорила, видеть очаг, строить семью. Для кого-то зачатие, деторождение. У кого-то благоприятные новости, если вы уже, скажем так, в зрелом, в преклонном, может быть, даже возрасте появления внуков. Это как известие о продолжении рода и радость для вашего союза, для вашей пары, скрепление ваших отношений. Ну а в целом еще Луна и Императрица – это... Даже если не брать деторождение и зачатие, это просто создавать уют, комфорт друг для друга. Это забота, это любовь, это, может быть, в чем-то даже излишнее внимание, чтобы предугадывать цели и желания вашего партнера или партнерши. Назову так, баловать. Смотрим с вами на совет. У вас даже на совет здесь ложится двойка чаш. Аркан, который говорит о том, что пора, так сказать, выходить из внутренних оков, пора здесь что-то решать с вопросами личной жизни в первую очередь. Это в большей степени касается тех, кто у нас сейчас свободен или в любовных треугольниках. Ну а в целом двойка чаш говорит о следующем. Это аркан кооперации, коммуникации, единения, сотрудничества с кем-то. То есть в социальном аспекте, то есть деловом, дружеском. То есть не бойтесь с кем-то что-то начинать, какие-то процессы. Не бойтесь просить о помощи, о поддержке, потому что вам ее окажут. Это, знаете, по принципу одна голова хорошо, а две лучше. Так и вам в решении каких-то вопросов и задач нужна будет чья-то помощь.
Посмотрим, о чем вам будут говорить арканы относительно неожиданности периода. Смотрим Ленорман. Мужчина, собака, коса и дно колоды карта крест. Ой, у кого-то здесь знаковые кардинальные перемены, связанные со службой, с работой. Почему? Для некоторых это меняется руководство, это раз. Дальше может меняться устав на работе и меняться ваша должность. То есть видите, собака-коса, отсечь текущее рабочее место, переходить на другое. Потому что здесь мужчина вот с лентой, это как высокопоставленный чин, который может вас назначить на какие-то новое рабочее место, новая должность. Плюс для вас это может быть, в принципе, еще смена круга, даже не то чтобы общение, а взаимодействие. Допустим, вас переводят в новый филиал и, соответственно, новый круг коллег, общение. Знаковые перемены, потому что дно колоды у вас падает карта крест, то есть ситуация, которая идет свыше неспроста, а для вашего опыта, для вашего личностного роста. Мы закроем это все дело положительными арканами, чтобы шло все только со знаком плюс в рост и давало вам перспективы достижения целей, задач, исполнения желаний. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как по факту отозвалась или отыгралась для вас информация. Буду вам признательна за энергообмен и коммуникацию. Вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Еще услышимся.